Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные снасти и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами посмотрим, разберем такой момент, как непосредственно, уже делаются шнуры и набираются шнуры для изготовления профессионального рыболовного крыла для мережи. Профессионального рыболовного крыла или подкрылка. Значит, да, вот шнур, который, скажем, непосредственно применяется на всех крыльях или подкрылках, да, в основном, это шнур Denline. Denline. Он хороший шнур, он нейтральный по плавучести, скажем, шнур, да. Зимой не обмерзает, хорошо применение. То есть на мереже ставятся уже непосредственно только такие шнуры. Какое-то количество поплавков я уже одел на этот шнур, какое мне необходимо, да. Уже сразу одел количество поплавков. Этот шнур идет непосредственно, скажем, да, вот он в таких бобинах. И чтобы его использовать хорошо, да, он в таких бобинах идет. Его необходимо, он здесь связан, да, и чтобы хорошо с ним работать, надо продеть, скажем, куда-то, на трубку, на ножку стула, да, одеть, и его сматывать вот так потихоньку, взять конец, да, и сматывать, надеть поплавки туда и потихоньку его сматывать. Не разбирать, иначе он будет виться, плестись, будет виться. То есть его надо одеть, аккуратненько стравливать, подходить, стравливать, чтобы он равномерно и планомерно выходил отсюда. Значит, в любых мережах, что с подкрылками, что профессиональные мережи, сначала изначально на шнуре готовится петля. Готовится петля, да, мы разбираем с вами два, скажем, эти. Разбираем их, оплавляем, да, чтобы было для работы хорошо их вплетать. На канале вы уже видели уроки, как это делается, как вплетаются такие шнуры, да. Уже этот момент мы проходили с вами. Чтобы не расплетался, его немножко необходимо опаять. Разобрать, чтобы сделать какой-то бандаж, да, ну, разобрать там сантиметров 10, скажем. Вполне хватит, там 8. И будем вплетать, вот так делать петлю. Петлю, как правило, для того, чтобы там разное применение идет, да, петлю вот так на руку я делаю, скажем. Проходит рука, чтобы входила и выходила хорошо рука. Но можно к этому не придерживаться, хватит там вполне и поменьше, скажем, вот так. То есть есть просто как рука, это более... Там разные есть крепления, применения. Необходимо в некоторых моментах, чтобы петля эта была побольше, скажем так. И начинаем его вплетать. Вплетать, вот я сделал, размер взял, какой необходимо, да. Кто не видел и только присоединился на канал, да, то там посмотрите видео. Уроки. В уроках там, по-моему, есть это видео, как это вплетать. Ну, еще раз посмотрим. То есть, начинаем вплетать, делать петлю. Заплетаем эти концы сюда, да, и уже делаем хорошую с вами петлю для крыла или подкрылка, или отбойника, да, рыболовных мереж. Когда первый круг мы вплели, надо кончики эти все подтянуть, все втянуть. То есть надо продеть 3 раза, 3 хвоста здесь, 3 раза это продеть. И после каждого раза, то есть когда продели мы 3, подтягиваем эти хвосты, чтобы не было ослаблено.
Подтянули. И еще на раз заплетаю. Ну, на раз не хватило заплести еще нам. Хорошо, оставим. Сделали мы петлю. Потом, то, что мы с вами опаяли, эти моменты, необходимо их срезать, потому что будет иначе цепляться этой запайкой. А так она, когда разойдется, эта запайка, уже цеплять так не будет. Не будет так цеплять полотно. То есть их необходимо подрезать. Подрезали. То есть мы с вами сделали первую петлю. Сделали петлю. Значит, вот здесь непосредственно уже лежит, скажем, подготовленное крыло, ну, дель, не крыло, скажем, подготовленная дель на крыло. Как я и говорил, что здесь, по-моему, у меня край не подрезан. Сейчас посмотрим его. Ну, край вроде бы не подрезан еще. Да, край здесь не подрезан. Здесь я еще не подрезал этот край. Вот он, этот край, вы видите, да, еще заводская натяжка. Заводская натяжка. Этот край необходимо, как я вам уже и говорил в предыдущем видеоролике, необходимо подрезать. Буквально там взять 1,5 ячеи, там 2 ячеи и край этот срезать. Но так как это будет край, в принципе, у меня, ну, все равно подрезается. Это проще и при уже при стыковке непосредственно, да, это проще. Когда вы стыкуете, сшиваете между собой дель, если вам по длине необходимо ее длиннее сделать, да, скажем, как правило, крылья, подкрылки делаются, и одни там порядка, и кто-то делает, готовит 200 метров, но это неудобно. Самое удобное по длине крыла, подкрылка, отбойника это 100-150 метров. Но, скажем, 150 метров, если оно невысокое, там порядка 3 метров, а если уже порядка, высота там, скажем, идет 5 метров, то лучше делать его, лучше делать и готовить, скажем, там по 100 метров. Более удобно обслуживать данный вид изделия, крылья или отбойники, потому что оно очень тяжелое, неудобно носить, неудобно просто обслуживать эти моменты. Скажем так, там по 200 метров уже довольно тяжелое получается крыло, и там приходится там вдвоем, скажем, это крыло нести даже куда-то до места. Вот подрезаем мы здесь непосредственно. Буду я готовить профессиональное крыло 100-метровое по длине. 100 метров по длине будет данное изделие. Сейчас мы это подрежем. Скажем, здесь, то есть сращивание дели точно так же, как на канале предоставлено видео по сращиванию полотен, там, скажем, сетных. Здесь то же самое, точно так же вы сращиваете именно дель, непосредственно дель, как и сетное изделие. Как и сетное изделие. Срезаем эти 1,5 ячеи и получаем уже ровный край.
Просто я не подрезал здесь края. Не подрезал края, но два, скажем, два реза, я уже срастил их между собой. Два реза вот здесь они висят два. Да. Вот уже идет шов. Я их уже между собой здесь срастил. Они срощенные. Два куска. Значит, теперь непосредственно здесь, да, в бок, скажем, если по сетям, применение по сетям проставляется, скажем, та же нить по сетям проставляется, то здесь уже непосредственно мы будем проставлять с вами тот же шнур, но с меньшим диаметром. Тот же шнур, но с меньшим диаметром будем проставлять. И так как здесь у меня непосредственно крыло, подкрылок идет, скажем, невысокий по высоте, там 2 метра, он будет, это крыло 2 метра будет по высоте, то второе с более меньшим диаметром, основной шнур у меня идет 8 миллиметров, а этот идет 5 миллиметров. 5 миллиметров. То мне нет необходимости весь использовать этот шнур, да, то делается немножко по-другому здесь. Не разбирается этот шнур, а, скажем, вот подрезаются вот эти здесь собранные, которые веревочки подрезаемые. И уже здесь есть. И я выбираю его уже вот так. Отсюда выбираю, так как мне длина здесь большая не нужна. Я его просто отсюда выбираю. Теперь вот этот непосредственно, да, буду я садить крыло сверху, да, и заводить шнуры. Вот этот шнур точно так же, как на сетях. Точно так же, как на сетях мы с вами смотрели. Данный шнур я завожу не в крайний ряд, а в предпоследний ряд. Этот шнур я завожу в предпоследний ряд. По краю сети. В предпоследний ряд. Вместо веревочки, как по сетям, да? Вместо веревочки этой. Да? Там уже не веревка пойдет, вот это непосредственно там работа такая, более суровая. Не так нежная, как по сетям, и необходимо уже проставлять другие немножко веревки и шнуры. В предпоследний ряд мы это вставляем, заводим. По всему краю, в каждую ячею, по всему краю, в каждую ячею.
Ну вот, когда практически уже подошли к завершению, мы проделали в каждую ячею предпоследнего ряда. Теперь точно так же мы здесь разбираем его, да, сантиметров 8-10, там 8 я разобрал. И опаиваем, чтобы нам работать. Этот шнур мы будем вплетать в тот шнур. Точно такие же действия будем делать. Вплетать в тот более толстый шнур. Вот я разобрал. Здесь непосредственно это расстояние для разных видов конструкций и разных мереж, оно разное. Здесь я готовлю профессиональный закол, непосредственно на озеро профессиональный закол. Он будет состоять из отбойника, будет идти 2 крыла по 100 метров. 2 крыла по 100 метров. Будут идти подкрылки по 20 метров. 6 подкрылок по 20 метров. И будет идти 6 морд. 6 морд на данную конструкцию данного закола. И в данной конструкции здесь 2-метровая будет глубина применяться по подкрылкам центральному отбойнику. Здесь необходимо разводить дворы именно в этом озере. И расстояние вот это будет браться петли и на всех, как бы скажем, вещах 1 метр. Это расстояние берется 3 вида этого расстояния. Это берется метр, 1,20 м и 1,50 м. В закольных вещах берется 3 этих расстояния. Метр, 1,20 м, 1,50 м. На разные места выставления заколов. Да, я отмеряю просто вот по линейке 50 и еще 50. Вот я отмерил, что это у меня метр. Это метр. И я начинаю сюда это вплетать. В этот метр я вплетаю вот этот более тонкий шнур. Точно такие же действия, как и делались. Точно так же по кругу. Видео, как вплетать, более подробное есть на канале, предоставленное. Еще раз повторюсь, что можете посмотреть более там приближенно оно, как это делается, как вплетаются эти шнуры. Точно так же мы поправляем это все и дальше вплетаем. То есть это вплетение, непосредственно подготовка к шнуров, да, идет подготовка шнуров к изготовлению крыла. С той стороны, когда закончится метраж необходимый, с той стороны делается точно так же. Точно так же зеркальное отражение. И еще раз вплетаем. На той стороне, куда мы вставили шнур, там будет идти грузовой шнур. Уже непосредственно разгромовка там грузового шнура будет идти на 100 грамм на метр. 100 грамм на метр. Это идет шнур, да, 100 грамм на метр. И там уже непосредственно все точно так же. Вот мы вплели
да, уже непосредственно вплелись сюда, да, и эти хвосты мы точно так же подрезаем. Вот, подготовили, и эти хвосты мы точно так же ножницами здесь подрезаем. Иначе они будут цепляться. Так они будут плавно, ну, то есть не будет цепляться так за дель, за полотно. Все, мы их подрезали. Вот мы подготовили. Снизу мы делаем просто расстояние, которое нам необходимо, 2 метра. И мы делаем с того края просто вот петельку, и также вплетаемся. Делаем петельку, чтобы пропустить грузовой шнур. С того края делаем петлю, чтобы пропустить здесь грузовой шнур. Ну, я вам потом покажу, как это делается, то есть уже с того непосредственного края. И теперь уже начинаем садить это данное крыло. Это данное крыло начинаем уже садить. Делаем набор. И также набор, как вы видели по видео, потому что ячея резаная, набор петель уже происходит точно так же в предпоследний ряд. Предпоследний ряд. Вот сюда в предпоследний ряд вставляем челнок, игличку, и уже происходит набор ячей. Потому что если в крайний ряд вы будете делать крыло в крайний, эти узлы будут развязываться. Под нагрузкой они будут развязываться и будут падать с сада. И они будут с сада отдельно у вас находиться. Со временем они все отвалятся. А здесь оно уже будет держаться и крепиться. Эти, даже если какие-то будут петли отвязываться, а у вас сад будет на этом ряду проходить. Все, спасибо всем за внимание. Следите за новостями. Следите, как что делается, как что подготавливается. Всем спасибо, хорошего дня и хорошего настроения.